Видеокарта стала перегреваться и не держит низкие температуры, значит самое время заменить в ней термоинтерфейс. Но если сделать что-то неправильно, то можно сломать видеокарту или повысить температуры вместо их понижения. И сейчас я расскажу вам про 3 этапа и покажу, как их делать, чтобы ваша видеокарта снова стала холодной, как в старые добрые. Итак, начнем, пожалуй, с разборки нашей горячей штучки. Для начала откручиваем все винтики на задней стороне платы видеокарты и обязательно 4 винтика, которые будут как квадратик. Откручиваем только крест-накрест, иначе мы получим сколотый чип вместо обслуженной видеокарты. Следующий шаг — это отключение вентиляторов из разъема на плате. Потом, двигая радиатор влево-вправо, отсоединяем кожух от видеокарты. И прежде чем наносить новый термоинтерфейс, убираем старый. В целом здесь все в порядке, хорошая оказалась видеокарточка и все оказалось бы хорошо, но можно заметить даже, что чипы памяти просто зажаривались, потому что у них вот такие вот термопрокладки. И сейчас я буду их менять. Но если вам тоже нужно что-то поменять или подсказать, то я вам могу помочь. Пишите по ссылочке в описании. Термопрокладки лучше заменять так, чтобы они по возможности не крошились и никуда не сыпались. Просто аккуратненько как-нибудь их поддевать, если это возможно. Если не слишком старые, то тут ничего не поделаешь, придется немножко попотеть. Но после того, как мы уже сняли термоинтерфейс, переходим к чистке платы видеокарты от остатков термопасты и старых термопрокладок. Ну а теперь переходим ко второму этапу, это нанесение нового термоинтерфейса. Перед этим обязательно посмотрите в спецификациях на сайте производителя вашей видеокарты, какие термопрокладки и куда нужно ставить. Откручиваю небольшой радиатор с платы. Проверьте, возможно у вас есть такие же, и желательно либо посмотреть, либо прям проверить, когда вы это разбираете все, если там термопрокладки. Если есть, то их тоже желательно заменить. Ну и конечно же, перед установкой новых термопрокладок очищаем от старых спиртовой салфеткой или другим каким-то средством, то куда будем устанавливать новый термоинтерфейс. Наконец наносим новые свежие хорошие термопрокладки. И, кстати говоря, их лучше нарезать канцелярским ножом. Ну и главное, не перепутайте толщину термопрокладок, это критично. Ну и наконец собираем это чудо в одно единое. Аккуратно устанавливаем кожух, попадая во все отверстия для винтиков. И закручиваем точно так же, обязательно крест-накрест, винты на чипе. Но на этом обслуживание завершено, и теперь вы можете радоваться своим сниженным температурам. Ставьте лайк, если понравилось видео, а также отправляйте друзьям, чтобы они знали, как обслужить своего монстра.